Приветствую вас, дорогие мастера! Меня зовут Александра Гукасян, и сегодня мы с вами поговорим о направлении. Многие лэшмейкеры, которые приходят на повышение квалификации в нашу школу, спрашивают, почему не удается задать правильное, идеальное направление ресницам. Возможно, секрет в неправильном отступе, или необходимо как-то по-особенному работать с рядами, или существует какая-то секретная схема, которая позволит получить хорошее направление. Поэтому сегодня в этом ролике я расскажу вам все основные фишки, которые позволят сделать направление в ваших работах действительно идеальным. Для начала разберем, какие основные ошибки мастера допускают в работе с направлением. Первая ошибка – это разнонаправленность искусственных ресниц. Она возникает тогда, когда мы не ставим ресницы ни по какой определенной схеме, а просто ставим искусственную ресничку так, как растет родная ресничка у клиента. В результате получается, что если родные ресницы у клиента достаточно ровные, то направление искусственных ресниц в принципе неплохое. Но если родные ресницы у клиента хотя бы немножко лохматенькие, то и искусственные реснички получаются торчащими в разные стороны. Примеров такой ошибки достаточно много, давайте рассмотрим их на фото. В результате такое наращивание выглядит неопрятно, неаккуратно. Кончики искусственных ресниц скрещиваются между собой, могут образовываться пробелы в ресничном ряду, как будто бы там не хватает ресниц из-за того, что искусственные ресницы наклонены в разные стороны. Вторая, менее популярная ошибка, но тем не менее она все равно встречается, это не задавать наклон направления, а ставить искусственные ресницы прямо четко перпендикулярно веку. В результате такое наращивание смотрится более искусственно, они выглядят как накладные ресницы из-за того, что нет наклона на внешние уголки глаза, ресницы смотрят четко вперед. Третья ошибка встречается чаще, чем первые две, потому что она менее очевидная. Это обратный наклон ресниц, то есть наклон не на внешний уголок в сторону виска, а на внутренний в сторону носа. И в результате реснички идут не анатомично по форму века, а раскрываются в разные стороны, как веник. В результате этого наращивание смотрится неопрятно и неестественно. Ну и последняя ошибка, она встречается в объемном наращивании, это когда мы пучки наклоняем правильно, но из-за неправильной геометрии пучка, когда у нас пучки перераскрыты, то есть одна ресничка смотрит на внешний уголок глаза, а другая на внутренний уголок глаза, кончики ресниц скрещиваются между собой, и направление все равно получается лохматым. Ну что ж, мы с вами разобрались, какие ошибки нельзя допускать в работе с направлением. А теперь давайте узнаем, как же все-таки его задавать правильно. Я вам дам одну простую схему, пользуясь которой вы сможете легко задавать красивое направление в ваших работах. Условно делим весь глаз на 3 равных части. В первой трети у носа мы практически не наклоняем искусственные ресницы относительно натуральных, то есть ставим их почти перпендикулярно. Во второй трети посерединке мы уже делаем наклон. То есть здесь у нас есть небольшой угол между искусственной ресничкой и натуральной. И в последней трети, на внешнем уголке глаза, мы делаем максимальный наклон между искусственной и натуральной ресницей. Таким образом, чтобы угол между линией века и самыми последними искусственными ресницами был максимально острым. Как же задавать этот правильный наклон направления? Вам нужно приучить себя всегда контролировать, где у вас искусственная ресница находится относительно натуральной. Она всегда должна быть на всех ресницах с одной и той же стороны. Если это правый глаз, то ресничка искусственная всегда должна быть справа от натуральной. Если это левый глаз, то искусственная ресница всегда слева. Давайте посмотрим, как это выглядит на модели. Вот смотрите, в центральной части глаза наклон искусственной реснички относительно натуральной небольшой. Вот здесь, во внешней части глаза, наклон реснички гораздо больше, но везде все ресницы отклоняются относительно натуральной в одну и ту же сторону. Казалось бы просто, но почему не всегда удается действовать согласно этому принципу? Первая, самая частая причина – это отсутствие контроля за ресницей после приклеивания. Важно помнить, что клей кристаллизуется в течение 30-60 секунд, то есть тот момент, когда мы убираем пинцет, клей еще не полностью закристаллизовался. Поэтому очень важно не трогать ресничку сразу после приклеивания. Иногда бывает, особенно если вы работаете методом книжкой, при выделении соседней ресницы вы сразу же отклоняете свежеприклеенную ресницу от правильного направления. В результате общее направление работы портится. Вторая причина – это слишком большой отступ. Если отступ у вас больше, чем 1 мм, особенно часто это бывает по нижнему ряду, то ресницу очень сложно держать направление. И даже если вы его задавали правильно, то все равно она может провисать, крутиться и портить общее направление работы. Ну и, наконец, третья причина – это неправильная посадка мастера и положение головы модели. Если модель у вас лежит слишком далеко, вы к ней тянетесь и не видите основания натуральных ресниц, то задать абсолютно правильное направление на каждой реснице будет очень сложно, на практике просто невозможно, особенно в труднодоступных местах на внутренних и внешних уголках глаза.
Голова вашего клиента должна быть максимально близко к вам. Локти не должны стоять на кушетке, а должны свободно связать вдоль корпуса. Запястья обязательно должны иметь точку опоры, потому что без хорошей фиксации рук вы не сможете задавать правильное направление ресницам. Как же понять, удалось ли вам задать правильное направление ресниц? В этом вам поможет самоконтроль. По окончании работы хорошо расчешите ресницы и оцените их сонаправленность. Обратите внимание, смотреть нужно не на основание ресниц, а на их кончики, во вторую треть, вот в эту зону. Если направление каких-то ресниц задано неверно, например, они отклонены в обратную сторону или слишком сильно наклонены относительно соседних ресниц, тогда это будет сразу видно. Кончики ресниц либо будут перекрещиваться, либо будут образовываться пустоты. В таком случае эти ресницы нужно будет снять и переклеить с верным направлением. Иногда бывает достаточно снять всего 2-3 реснички, и направление всей работы будет выглядеть гораздо лучше. Ну что ж, на этом у меня все. Надеюсь, это видео поможет вам улучшить направление в ваших работах. А если вы хотите подтянуть и другие технические критерии, то я приглашаю вас пройти курс повышения квалификации для мастеров в нашей школе очно для жителей Москвы или онлайн для жителей других городов. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал. С вами была Александра Гукасян. До новых встреч!